Есть несколько морских путей, которые считаются одними из самых опасных из-за различных факторов, таких как плохие погодные условия, узкие проходы, пиратство или геополитическая нестабильность. Плавание через Индийский океан стало сложной задачей из-за того, что он является одним из самых смертоносных океанских вод в мире. В Индийском океане содержится почти 1/4 часть воды на поверхности планеты, а его высокая температура делает его восприимчивым к климатическим изменениям, таким как муссоны, цунами, циклоны и часто сильные ветры. Он подвержен пиратству, столкновениям кораблей и перегруженности. Чтобы безопасно перемещаться по этому маршруту, суда обычно следуют обозначенным судоходным путям, применяют меры безопасности против пиратства, поддерживают хорошую связь с морскими властями и используют навигационные средства, такие как радар и GPS. Атлантический океан занимает второе место в каталоге самых опасных океанских вод мира. На эту океанскую воду обычно влияют прибрежные ветры, температура поверхности воды и водные течения. Океанские воды Тихого океана, а также Средиземное, Эгейское и Мраморное море, которые можно классифицировать как смертоносные. Влияние климатических изменений на уровень моря было хорошо известно с уверенностью, и его очевидное изменение в волнах повлияло на силу различных океанских вод по всему миру. Несколько признанных авторитетов, занимающихся вопросами изменения климата и его воздействия на океанскую воду, уведомили о том, что сильные ветры, дующие против или против сильного течения, могут легко породить высокие волны, способные потопить некоторые из самых больших кораблей, когда-либо построенных. Сильные поверхностные течения считаются важным предметом изучения различных альтернативных препятствий, с которыми сталкиваются моряки. Водные течения океана имеют крайне непредсказуемую характеристику. Помимо строительства надежных и технически совершенных кораблей, моряки также должны знать море, чтобы обеспечить себе безопасное путешествие. Различные препятствия, такие как ветер и волны, могут разбить определенные части корабля, тихий ветер может создать паузы в гусеницах во время движения корабля, а болезни и травмы могут истощить экипаж. От всего этого можно легко избавиться, если моряк знает и понимает поведение океана. Это не может полностью искоренить проблемы, но безусловно может подавить их и гарантировать, что бедствия будут устранены без паники. Корабли в различных интервалах и местах в океанской воде могут столкнуться с депрессивным состоянием и полосой ветров низкого давления, где встречаются северные и южные пассаты. Эти регионы обычно спокойны, но сопровождаются конвекционными грозами. Морякам в таких ситуациях приходится принимать стратегические решения о том, сохранить ли курс корабля через депрессивное состояние или отклониться от курса. Скорость и направление ветра имеют большое значение во время плавания, но течения также играют важную роль в путешествии. Часто прогнозы, полученные из диспетчерской, неверны, что может дорого обойтись морякам на борту. Тем не менее, моряки могут легко пересчитывать и перенаправлять свои маршруты, чтобы найти наилучшее и безопасное направление для своего путешествия в океанской воде. Определение самых опасных морских маршрутов для судов может вызывать интерес, поскольку оно зависит от различных факторов, как погодные условия, географические особенности, уровень морского движения. Представляем вам 5 из них. Первый. Бискайский залив. В Бискайском заливе можно наблюдать одни из самых суровых погодных условий Атлантического океана. Этот залив, расположенный на северном побережье Испании и западном побережье Франции, назван в честь испанской провинции Биская. Его уникальное положение привлекает сильные ветры, а мелководье морского дна создает сильное движение волн. С наступлением зимы и ухудшением погоды депрессии вызывают суровую погоду на море и постоянные дожди у берегов, что делает его одним из самых опасных морей на планете для кораблей. Моряки всегда боялись Бискайского залива. Сообщалось о нескольких случаях, когда торговые суда теряли направление во время бискайских штормов. В нескольких неудачных случаях в результате погибли люди. Однако благодаря улучшенным кораблям, технологиям и морским стабилизаторам, которые могут сделать плавание даже в самых коварных морях более комфортным, количество инцидентов сократилось.
Иногда образуются мощные ураганы, если давление в районе резко падает, путешествуя по Гольфстриму с огромной скоростью, напоминая ураган, и, наконец, с максимальной силой обрушиваясь на бухту. Существует также феномен июньского мрака, большой треугольник тумана, который может заполнить южную половину залива. Многие опытные мореплаватели сбились с пути из-за этой туманной пустоши. Второй. Пролив Кука. Пролив Кука, считающийся одним из самых опасных и непредсказуемых для яхт в мире, подвержен поясам сильного ветра, опоясывающим земной шар, известным как ревущие сороковые. Эти сильные, непредсказуемые ветры создают большие волны и эффект аэродинамической трубы в проливе Кука. Высота прилива на концах пролива не совпадает по фазе друг с другом, в результате чего суда забрасываются паводком с одной стороны и малой водой с другой. Пролив Кука находится между Северным и Южным островами Новой Зеландии. Он соединяет Тасманово море на северо-западе с южной частью Тихого океана на юго-востоке. Океаническое течение в этом районе еще больше осложняется отбегающими от берега подводными хребтами. Южный шторм может очень быстро взорвать большую зыбь, и существует явление, называемое разрывом Кори, участок неестественной воды, где ветер и море встречаются с приливом лоб в лоб. Именно тогда лодки, большие и маленькие, обычно оказываются на опасной территории и совершают чрезвычайно трудный путь. Третий. Проход Дрейка. Пролив Дрейка – это одно из самых известных штормовых морей в мире. Этот проход шириной 800 километров является кратчайшим переходом из Антарктиды в остальной мир, соединяющим Атлантический и Тихий океаны между мысом Горн и Южными Шетландскими островами. На широтах пролива Дрейка нигде нет крупного массива суши и неограниченного течения, несущего через него огромное количество воды. Прибавьте к этому естественную скорость ветра в этом регионе, частое волнение и риск айсбергов, и вы получите бурную репутацию пролива Дрейка. Раньше это море считалось самым опасным морем для прохода судов в мире, и парусным судам требовались недели только для того, чтобы обогнуть Горн. Даже сегодня обогнуть мыс Горн считается большим достижением современных моряков. Жестокий, хаотичный, печально известный и непредсказуемый – все эти слова используются для описания этого морского перехода, где, к сожалению, погибли более 20 тысяч моряков. Четвертый. Море Ермингера. Море Ермингера расположено к югу от Датского пролива и отделяет Исландию от восточного побережья Гренландии 250 милями бурной воды. Считается, что это самый ветреный участок соленой воды на земном шаре и одно из самых штормовых и опасных мест в мире. Море Ермингера подвержено штормам, мощным сложным течениям и запутанной топографии морского дна, и многое в море остается неизвестным современным ученым. Наряду со всем этим, в море Ермингера также находится краевая ледяная зона, переходная область от открытого океана, видимого темно-синим цветом, к белому морскому льду. Эти маленькие кусочки морского льда, известные как льдины, очерчивают океанские течения под ними, образуя большую завихренную структуру диаметром около 120 километров, которую можно увидеть даже из космоса. Интересно, что море – это узкий проход на пороге полярного круга и узкое место на супермагистрали глобальной циркуляции океанов. Это основной путь для вод, текущих на юг из Северного Ледовитого океана в северную часть Атлантического океана. Пятый. Баб-эль-Мандебский пролив. Баб-эль-Мандебский пролив, расположенный между Аравийским полуостровом и Африканским рогом. Этот пролив является стратегическим морским узким местом, соединяющим Красное море и Аденский залив. Он сталкивается с такими проблемами, как пиратство, контрабанда и политическая нестабильность в регионе. Суда, идущие по этому маршруту, часто путешествуют в составе конвоев, имеют на борту персонал службы безопасности, поддерживают тесную связь с организациями по морской безопасности и следуют международным правилам прохождения через районы повышенного риска. Не может быть никаких сомнений в том, что самые опасные для судов воды в мире оказываются сложными даже для самых опытных моряков.
При навигации по опасным морским путям суда также полагаются на современные технологии, такие как навигационные карты, системы GPS, радары и автоматизированные системы идентификации, для повышения ситуационной осведомленности, предотвращения опасностей и связи с другими судами и властями. Кроме того, суда часто соблюдают международные морские правила, поддерживают регулярный контакт с береговой поддержкой и могут обращаться за помощью к специализированным морским консультативным службам, чтобы обеспечить безопасный проход через эти коварные воды.